Меня руками нельзя. Это такие свечи, ты Они искрятся. Как ты куда идешь? Лезешь? Помогаю. Доня опять загорай. Они какой-то... Пожар! Вы тут на это. Раечка, хорошего настроения. Вот эта зима выдалась прям вот как в сказке. Снега по пояс, тропинки чистить надо и к дому, и к бане. А у кого машина, это все-таки ширина не маленькая под машину, чтобы выгнать машиной на работу поехать. И вы сами? Сами. А кто мне должен? Мне никто ничего не должен. Мужа мобилизовали. Вот. Раньше он тебе звонил. Ну, конечно. У каждого свои обязанности. У меня женские, у него мужские. А тут вот просто в одночасье все свалилось на бабские плечи. Вот мое хозяйство. Вся территория. Лёшки. Лёшки. Попозже, да, вот я же говорю, где-то к концу мая я возьму вот еще уток и бройлеров. Так что скучать вовсе не придется. Он рубил, он шмалил, я только сижу щипаю. Теперь сами. Но я надеюсь, что он в отпуск приедет как раз к этому времени. Я очень на это надеюсь. Вот. В общем, мужа мобилизовали 3 октября 22 года. Ну, поначалу, конечно, тревожно, страшно было. Звонки очень редко были. У нас в нашем городе Меленке и в сельских поселениях появились волонтерские группы, которые, ну, как бы начали заниматься помощью гуманитарную, собирать для ребят, которые ушли за ленточку. Много предложений от ребят поступало с той стороны, что не хватает абсолютно всего. Начиная от влажных салфеток, продуктами питания и кончая там спальными мешками, какими-то там печками небольшими, самодельными, потому что впереди осень, зима. И, ну, всего этого у них не было. Со временем мальчишки начали писать, что по мере возможности нужны маскировочные сети, окопные свечи. Ну и мы начали помогать. Каждые полгода дают им отпуска. Муж приезжал в отпуск первый раз. Конечно, ну, первую неделю он какое-то отчуждение, что ли. Он все время в своих мыслях где-то витает, о чем-то своем думает. Ему что-то рассказываешь там о детях, о достижениях каких-то. Он Вот он, ну, какой-то на своей волне. Проходит неделя, уже получше становится, уже он чувствует себя, ну, действительно дома, да, потому что, ну, уже он знает, а то первое время, а где у меня то, а где у меня это лежит, а куда ты вот это убрала, то есть как будто он не домой приехал, а в гости. А уже на второй неделе уже как-то у нас осваивается все, и... А что, вторая неделя пролетела мигом.
уже пора опять уезжать. Не хватает 2 недель для того, чтобы человеку реабилитироваться. Ну, что тут скажешь? Конечно, ждем, когда вернутся домой. И нервы не в порядке, если честно. Все, остыть не должно. Горячая каша будет подана. Давай поварюшку. Девятое мая – это день нашей гордости, нашего величия, мужества и отваги, день нашей памяти. Мы в вечном долгу перед теми, кто подарил нам мир, весну и жизнь. Пока мы будем помнить об этой войне, мы будем жить. Будет жить наша Родина Россия. И этот праздник будет самым светлым и радостным праздником на земле. На этом митинг, посвященный 79-й годовщине победы нашего народа над фашистской Германией, объявляется закрытым. Ну а мы продолжаем концертную программу. Они на время расстаются с ними. Вот, А где ты первый раз сидел? А где ты первый раз сидела? Ты уж с нами не поедешь, да? Вот это, Лен! Конечно, они. Девчонки, до свидания, я Ну, до завтра, Лен. Деревня, наверное, приперлись. Это в Кудрино. Это в Кудрино. А в Платах? А ты взяла. Теперь развлекаюсь в хоре. Есть отдушина. Девочки у нас все хорошие. Все, ну, в основном тоже все уже вдовы, как говорится. Деревенской работы много, да. Ну, пока были мужчины, просто уменьшаешь объем работы, уменьшаешь. Многие уже и скотину не держат. Когда был муж, мы тоже держали поросят и телят, бычков. А сейчас сажаешь меньше и огород, и картошки, все меньше сажаешь. Так что приспосабливаются люди. А что, ты водку взяли? Давай с нами. Не принципиально. Сейчас одна останешься. Так, алло, давайте. Давайте. Мира, Дружба, любовь, мир, май. любовь, май. А то я любила, маюся, раз, два, три.
калина чорна, дівчина в саду я добрала. Ой, Костюшка, подала, след знакомый затерялся вдалеке. Надо за победу пьем не пьем, давайте поменем. Давайте. Да. Надо обязательно помянуть наших ребят. Мне наливай, муж. Здоровья. Ближе. И те, кто ушел, те, кто сейчас там. Те, кто сейчас там, им победы и скорейшего возвращения домой. Да. Самое главное, чтобы были все живы. Ну, мы за нас, за наше здоровье, что мы их помним. Мы их помним. За что мы были. Самое главное, что мы их помним. Мы же их помним. Родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется. 4 трупа возле танка дополнят утренний пейзаж. Машина пламенем объята. Это что это? Дети не знают, как стрелять, я вам хочу сказать. Это хорошо. Это но прекрасно. Вот в такой обстановке сейчас надо знать, как разобрать автомат и как его собрать. Это, наверное, нам надо думать, чтобы не было такой обстановки. А у них Ой, милая моя, конечно. Это уже, да. Это уже случилось, это не нам. На самом деле. Это не Мы мы. даже, Настя, об этом и не думали. Мы думали, прошел Афган, и это было, как говорят, ну пусть это не наша была земля, там, но наши ребята там были. Сколько привозили. Но это все закончилось. Потом началась там Югославия. Но это далеко, это нас не коснется. А видишь, вот оно и пришло и к нам. Мутный, но не такой, как вчера мороз. Ну, сегодня не так. Сегодня не такой морозный ветер. По-другому. Хотя вот по этой мы ведем, да? Вот там что зацепилось? Ну, да, как зацеплено. Более-менее знайка. Что там вот, девчонки, у вас там очень низко вот снимается? А я не сделаешь ровно. Да. Ну, там не очень низкое. Там очень низкое. Для солдата главное, чтобы его далекая любимая ждала. Где любимая живет, липы шелестят, и садится в карусель ее солдат, а другие ни к чему, все до одного, если только верно ждет солдата своего. Сетки мы режем разными размерами. Бывает 3 на 6, 6 на 8. Бывает просят очень длинные, но при этом не широкие. 4 на 12. Каждая клеточка, вот такой шнур пропускается в каждую клеточку зигзагом. Вот, визуально видите, да, через каждую клеточку идет шнур. Затем челнок обвязываем каждую клеточку по 3 раза, для того, чтобы этот шнур по сетке не ездил. И при натягивании держал и не рвался. И вот каждую клеточку мы вот так вот обвязываем. Затем эта сетка уже идет на каркас или станок, и уже потом начинают вплетать ленты. Мы, конечно, не профессионалы, самоучки. Кто-то нам что-то показал, где-то в интернете посмотрели, воспользовались чужим опытом. Но мы с самого начала СВО начали заниматься этими сетями и продолжаем. Хочу сказать, что это сети очень востребованные.
Заявки поступают, сетей в разные направления нужно и очень много. Поклонимся святому Христову воскресению, всему Христом радостному миру, всегда благословящие Господа, поем воскресение Его, Сыному безгрешному, Христу Твоему поклоняемся, Христе, и святое воскресение Твое поем и славим. Ты же есть и Бог наш. Да, у меня сын тоже был за ленточкой почти что целый год. Сейчас в госпитале лечится. Все хорошо, все будет хорошо. А переживания лучше их не надо вспоминать про них. Все будет хорошо. Победа будет за нами. Вот так. А сыну сколько лет? Сыну 45. 45. Мобилизованный. Мобилизовали его в сентябре. В сентябре 22-го, да. В сентябре 22-го. Хорошо сейчас здоровье Да. Ой, конечно, переживаний много, очень много. Справляемся. Самое главное, жив. Да. Жив. Что будет, то будет. Что будет, то будет. Никогда не умрет. Все, что было загадано, все исполнится в срок. Не погаснет без времени золотой огонек. И становится радостно.